Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся, чтобы не потерять новые видео мастер-классы, которые выходят через день. Сегодня у нас разбор шали, вязание по схеме. Схема достаточно симпатичная, простая, несложная, и мы ее сегодня разберем. У меня замечательная слонимская пряжа, 4 сложения и интересная схема. Схема интересна тем, что кажется прям просто-просто 3 столбика и ананасы, которые мы с вами любим. Начинаем вязание с кольца, 5 воздушных петель и 2 столбика. Потом мы начинаем воздушная петелька, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, воздушная петля. То есть вязание традиционное, очень несложное, очень простое. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо. 1, 2, 3 воздушные петельки и столбик с одним накидом. Это вот у нас будет в самом начале, так и в самом конце. Воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Это будет центр вязания, и он всегда будет вязаться вот так вот. 3 столбика, 3 воздушные петли и 3 столбика. Всегда-всегда. Еще 3-й столбик. Воздушная петля. И двойной столбик. То есть столбик 1, столбик 2 с общей вершинкой. И вязание мы начинаем точно так же. Можно поставить маркер по центру, чтобы мы знали, что это центр, и он вяжется всегда одинаково. Вот. Дальше мы повторяем точно такой же ряд, только у нас будет 3 столбика и 3 столбика. Потом будет 1, 2, 3. 3 группы. 1, 2, 3, 4. То есть 4 группы с одной стороны и с другой. Только потом мы начинаем вязать узор. Между ними у нас всегда одна воздушная петелька. Нет, 2, 2, 2. Окей, 2 и в центре 3. То есть наша задача провязать до 4 узоров. 1, 2, 3. Делаем разворот. И в это же место в кауне еще один столбик. 2 воздушные петельки. Всегда 2, 2. И между в пространство, где у нас была воздушная петля, мы вяжем 3 столбика. 2 воздушные петельки. 1, 2. И между там, где у нас маркер, мы вяжем всегда одинаково. Это значит 3 столбика. Куда это я потерялась? 3 столбика, 3 воздушные петельки и через маркер 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные и там, где у нас воздушная петля, 3 столбика. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки и сдвоенный столбик, еще один сдвоенный, я вяжу прямо в центр, сдвоенный столбик. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, в центр еще один столбик. 2 воздушные, и у нас получается, мы вяжем, вот у нас 2 группы, да, из 3 столбиков, мы вяжем теперь 3 в это пространство, в следующее пространство и в центр. Вот что у нас получается. Я провязала в каждое пространство между 3 столбиками 3 столбика. И у нас 1, 2, 3, 4 узора, 4 группы по 3 столбика. Все симпатично, интересно, достаточно просто. И теперь мы приступаем к узору. 2 столбика и 2 воздушные петли мы провязали. В самую первую арочку
мы также и продолжаем всегда вязать 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки также у нас, и в следующую арочку опять 3 столбика, то есть узор, который легко запомнить и легко повторить. Теперь мы провязали 2 группы, и по центру нам нужно связать узор ананас. 1, 2, 3. И вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 2, 3, 4, 5. То есть у нас с вами было 4 группы. 1, 2, 3, 4. И мы по центру из этих 4 групп начинаем вязать узор. 3 воздушные петельки. Продолжаем дальше, как и было. 3 столбика и 3 столбика. 1, 2, 3. Там, где маркер, не забываем 2 воздушные. Там, где маркер, опять у нас 3 столбика. 3 воздушные, 3 столбика. Мы все это повторяем. И ходим на вторую сторону. На второй стороне точно так же. 1, 2, 3, 4. По центру вяжем 5 столбиков. А между просто по 3. И теперь, смотри, я провязала 5 столбиков. В обратную сторону мы вяжем. И теперь у нас уже узорчик начинается. 2 воздушные. 2 столбика, 2, 3 воздушные, и мы вяжем между столбиками, вот сюда, между столбиками столбик без накида, и 1, 2, 3 воздушные петельки. Между столбиками столбик без накида, 1, 2, 3. То есть мы вяжем с вами узор ананас такой в миниатюре. 2, 3. Вот. У нас должно получиться 1, 2, 3, 3 вот таких вот арочки. 3 воздушные петли и довязываем наши узоры. А узоры у нас простые: 3 столбика и 2 воздушные петельки. Вот. То есть все наши столбики мы вяжем по факту, как они у нас есть. В каждую воздушную арочку 3 столбика. По центру точно так же. Вторую половинку довязываем вот так же. Здесь, где у нас 5 столбиков. У нас 1, 2, 3, 4 окошка получается. 4 окошка, 3 арки. Довязываем наш узорчик, поворачиваем в обратную сторону. И опять у нас только 2 группы из 3 столбиков. Всего лишь. Пока мы ананас наш не связали, мы продолжаем вязать только по 2 группы. Здесь добавляются воздушные петельки. 2 группы связали. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем вязать наш ананас. За воздушную арочку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот. Все остальное вяжем точно так же. 5 воздушных добавляем. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 группы из 3 столбиков. А уже в следующем ряду мы начнем добавлять по 3 столбика, наращивать 2 воздушные, не забываем, наращивать, увеличивать нашу шальку. Хотя она и так красиво расширяется, не очень сильно, но и в то же время достаточно симпатично. Вот что у нас получается: хороший край, красивое ровное вязание и узорчик с одной стороны и с другой стороны. Довязываем все точно так же со второй стороны. Мы доходим, смотрите, до того момента мы провязали 2 группы. 2 группы. Теперь мы вяжем 3 группы, а уже в следующем ряду и 4. А в следующем просто все будем вязать столбики с 3 накидами. То есть после того, как сформировали наш ананас, 1, 2 рядочка по 2 группы, в следующем ряду 3 и 4. И ряд просто столбики. После которого мы начинаем вязание заново. 2 узора ананас. 1, 2, 3, 4, 5 по центру.
ананас, раз, два. То есть здесь ровно по центру у нас должен быть узор. Вот, что мы с вами делаем? Мы добавляем 3 столбика. 2 группы у нас есть. Теперь нам нужно добавить третью. В последний столбик вяжем столбик и за арочки воздушные еще 2 столбика. 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Арочка у нас. Раз, два, три. И еще одна арочка. Вот. В следующем ряду мы все это довязываем. В следующем ряду мы уже вяжем раз, два, три, 4 группы. И последний у нас узор ряд ананаса. У нас идут просто 5 воздушных петель, столбик без накида и 5 воздушных петель. И потом ряд в каждую арочку по 3 столбика. Вот здесь. Уже потом будем наращивать. То есть здесь все понятно. Довязали почти наш ананас. Почти 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. За арочку столбик без накида 1, 2. Это за арочку из 5 воздушных петель мы вяжем. И столбик в столбик, чтобы столбики были аккуратнее. Вот. Такой наш узор. Все остальное мы с вами знаем, умеем. Столбики. Там, где у нас воздушные петли. 2 воздушные, по центру 3 воздушные. Следующий ряд мы с вами вяжем. Уже у нас 4 узора. Также на воздушной арочке последний узор у нас, как и предыдущий. 5 воздушных петель. И у нас с вами осталась одна арочка от ананаса. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И также на воздушных петлях мы с вами вяжем 3 столбика добавочных. Формируем узор. Раз, два и третий столбик в столбик. 2 воздушные. Все остальное довязываем. То есть пространство, столбики, столбики и столбики. Вот наш ананас. Вот он уже готов. Уже все красиво. В следующий ряд мы вяжем просто в каждое пространство столбики. 3 столбика с одним накидом. Над арочкой вяжется все очень просто. Вот. 3 столбика, также 2 воздушные петельки и 3 столбика над арочкой. Вот. Такой рядочек. И уже в следующем ряду мы начинаем формирование нового узора. 2 узора ананас. Раз, два, 3, 4, 5 ананас. Раз, два. То есть в шахматном порядке мы будем вязать точно такой же узор, который очень четко показан на схеме. У нас будет с вами точно так же 4 узора, 3, 4, раз, два, 3, 4, 5. И потом просто сплошные столбики. Соблюдая наш узор, смотря на нашу графику, схема для этого и дана, чтобы подглядывать, смотреть, как расположены наши 3 столбика. Всегда можно посмотреть и связать, повторить. А мы с вами вот такой вот принцип вязания ананасов. Он у нас есть. Мы его связали, рассмотрели. Вязание прям очень-очень простое. Я думаю, для любого начинающего это подойдет. А для тех, кто умеет вязать, можно скомпоновать разными цветами, допустим, осенними. Желтый, оранжевый, зеленый. И связать вот такую красивую, допустим, каждый цвет ананаса в разном цвете. Каждый, вернее, узор в разном цвете. Мне кажется, интересная будет идея. Пока предлагаю немножечко повязать, посмотреть. Я думаю, что шикарно будет смотреться. Узор с вами мы разобрали. Ананаса. И если вязать в зеленом цвете, то уже будет 3 прибавочка. Между ними все время столбики, 3 столбика с одним накидом. Можно вязать до бесконечности. Хотела просто поиграть с цветами. Вяжется все очень просто. Все, как мы с вами разбирали. Ничего, никаких новых как бы нет тут.
вариантов. Все по схеме. Вот. А завтра хочу показать вам, вернее, через пару дней я хочу показать вам обвязку. Обвязка достаточно симпатичная. Вот она у нас идет. Всего лишь 2 рядочка обвязки. Можно применить к любому вязаному изделию, не обязательно к шали. Ну и к шали тоже, как идея, я думаю, что будет нам нужна, полезна. А на сегодня мой видео-мастер-класс закончен. Разобрали несложную схему для шали, для бактуса. Можно связать меланжевые пряжи, у кого вот есть какие-то остаточки, не знает, куда деть. Вот на этот узор будет очень красиво смена ниточек. Потому что узор простой, но вот за счет смены ниток можно поиграться цветами. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Свяжем, порадуем себя, родных и близких. Или занесем в копилочку на потом. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и вяжем вместе со мной. До новых встреч!